Лимитированная серия наушников, на которой я уже делал обзор около года назад. Она имеет возможность регулировать громкость прямо с наушников, удобное сенсорное управление, активное шумоподавление до 35 дБ с 4 режимами работы, двойной режим прозрачности, мультипоинт на 2 устройства, качественные материалы и отличное время автономной работы до 30 часов вместе с боксом. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о наушниках под названием Redmi Buds 4 Гарри Поттер Edition. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная серия в достаточно крупной квадратной коробке из плотного картона. На упаковке мы видим герб учебного заведения волшебников из вселенной Гарри Поттера, различные надписи, иконки факультетов, а также краткую характеристику модели. Пакинг интересный, упаковано все надежно. В комплекте мы имеем набор наклеек, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя, набор неплохих амбушюр, ремешок с круглым карабином, чехол для переноски, который выполнен из качественных материалов. Ко всему он отлично сшит. На нем есть различные рисунки с тиснением, а также золотой снитч. Выглядит этот чехол очень интересно. Последнее, что мы имеем в комплекте, это, разумеется, бокс и наушники. Вес одного наушника не поменялся, 4,5 грамма, вес бокса 40 граммов. Габариты бокса 48 на 65 на 26 мм, габариты наушников 18 на 21 на 24 мм. Звуковод не длинный, 5,8 на 2,8 мм. Он имеет выступ для удержания амбушюры и обыкновенную сеточку. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там всегда много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. На боксе есть герб Хогвартса, 2 полосы, надпись Гарри Поттер, разъем для зарядки Type-C, LED-индикатор и кнопка сопряжения. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, тактильно приятный, но скользкий. Сборка качественная. В кармане бокс практически не мешается. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Достаются наушники из бокса удобно. Крышка не мешается. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть, но незначительный. Внутри бокса есть краткая информация мелким шрифтом и 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, если попытаться их вытряхнуть, то много усилий прикладывать не придется. Переходим к наушникам. Redmi Buds 4 выполнены из матового пластика с глянцево-зеркальной вставкой. С внешней части наушников расположили молнии, и на этом все. Качество материалов хорошее, как и сборка, посадка плотная, но из ушей выпирают они, конечно, знатно. Во время пробежки из ушей не выпадают, что радует. При длительном прослушивании музыки я дискомфорта не обнаружил. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку Left и Right, датчик автопаузы и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа здесь нет. Настроить тапа возможность есть, но, к сожалению, использовать все команды сразу нельзя. Приходится что-нибудь убирать. На тапа откликаются наушники отлично. Озвучивание сопровождается системными звуками, летим дальше. Оснащены Redmi Buds 4 динамическими драйверами стандартно на 10 мм. Активное шумоподавление до 35 дБ с 4 режимами работы на борту. ANC работает корректно, адаптивный режим справляется хорошо. В метро, разумеется, весь посторонний шум ANC не заглушит, но при этом лично мне его работы достаточно. Пассивная шумоизоляция неплохая, главное амбушюры правильно подобрать. Функция прозрачности имеет 2 режима работы. На улице можно без проблем разговаривать с собеседником, не вынимая наушники из ушей, что удобно. Режим прозрачности, к слову, работает даже с одним наушником, а вот ANC работает только с 2. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, переподключение, разумеется, бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, все как у всех. Мультипоинт на борту, притом на 2 устройства, что очень хорошо. Датчики автопаузы отрабатывают шустро и без нареканий. Отключить их можно в приложении. Анимации я не обнаружил, она, по всей видимости, есть только на смартфонах с операционной системой MIUI. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 40 минут, беспроводной зарядки нет, что фейл могли бы добавить в такую-то серию. Наушники можно перезарядить от бокса 3,5 раза, саморазряд у бокса лично я не наблюдал. Полный цикл зарядки наушников занимает в среднем 55 минут. По кодеку AAC на 65% громкости с включенным активным шумодавом ANC, по моим тестам, они отыграли 5 часов 20 минут. 5-минутная зарядка дает 1 час прослушивания музыки в тех же условиях, что круто. Время автономной работы хорошее. Водонепроницаемость есть только у наушников, стандарт защиты IP54, конечно, я искупал их
в воде. По итогу весь функционал остался рабочим. Внешне они, к счастью, не пострадали. Но напоминаю, что подобный стандарт защиты может спасти только от пота или мелкого дождика. Хотел бы также отметить, что на момент, когда я обозревал Redmi Buds 4, их можно было подключить к китайскому приложению, которым без переводчика не попользуешься, а также к неофициальному приложению, которое до конца еще не было оптимизировано под данную модель. Но спустя несколько месяцев Xiaomi предоставили свое фирменное приложение под названием Xiaomi Earbuds, и данная модель без проблем подключается к этому приложению. На стартовой странице интересное оформление изображения бокса и наушников вместе с изображением факультета Gryffindor. Поменять факультет на другой из 4 доступных, конечно, можно. Далее заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему еще и в процентах. Ниже есть настройка режимов, настройка сенсорного управления, поиск наушников, обновление прошивки, которая, к слову, мне еще не прилетала, а также, если перейти к расширенным настройкам, можно включить-выключить автоответ на вызов, обнаружение уха и, как я уже говорил, настроить тему приложения. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту SBC AAC кодеков высокой четкости не завезли. Через 2 стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube глазу незаметна, в играх задержка со смартфоном OnePlus 10T приемлемая, но заметить небольшую рассинхронизацию можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Let's go. Blue team has scored for the first time. Expired. For the red team. Микрофоны с шумоподавлением с AI-алгоритмом отрабатывают неплохо. Как по мне, микрофоны стали слегка лучше отделять голос от постороннего шума, но при этом перегруз никуда не исчез, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников, микрофонов беспроводных наушников Redmi Buds 4 Harry Potter Edition. И насколько хороши они, вы сейчас можете слышать. В принципе, у Xiaomi и Redmi есть особенность, что они допиливают микрофоны наушников. Я не встречал, чтобы они делали их с прошивками хуже. Но, опять же, у каждого свой user experience. И напоминаю, что если у вас смартфон Xiaomi, лучше покупать беспроводные наушники от Xiaomi. Если BBK-евские, то лучше от BBK. Мало того, что функций будет больше, так еще и чаще всего звук будет лучше. Хотя это работает не всегда. Звучание. Я прослушивал музыку не выше, чем на 65% громкости. Громкости достаточно. Стоковое звучание однозначно басхедное. Я не могу сказать, что звук значительно улучшился, но, как по мне, звучание стало слегка сбалансированнее. Бас плотный и средний бас в наличии. Высокие не теряются на фоне остальных частот, звучат они приятно и отчетливо. Середина проработана с достатком. Сцена средняя, детальности хватает. Глубина ощущения пространства присутствует, опять же, учитывая, что это вакуумные Bluetooth наушники. Для современной музыки они однозначно подойдут. И не только. Из минусов: нет предустановок звучания, нет кастомного эквалайзера, нет беспроводной зарядки, нет кодеков высокой четкости. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок и взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Кто еще и лайк поставил этому ролику. И колокольчик, двойное спасибо. Резюмирую, беспроводные наушники Redmi Buds 4 Edition, как лимитированная версия, не скажу, что у меня вызвало восторг. Но я однозначно могу сказать, что прошлые обыкновенные Redmi Buds 4, которые я тестировал, работали и звучали хуже, чем эти. Конечно же, это все из-за обновлений, а не из-за того, что это лимитированная версия, но все равно приятно. В любом случае, от меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.